Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор Здоровья». Я часто слышу один и тот же вопрос. Почему вес не уходит, даже когда человек делает все правильно? В этом видео я покажу метод, который используют в доказательной медицине, но о котором редко говорят вслух. И в конце будет момент, который меняет отношение к похудению навсегда. Представьте обычного человека, мужчину или женщину после 30. Анализы вроде нормальные, питание без фанатизма, а вес стоит. Документальные исследования показывают, причина не в силе воли. Все решает метаболическая настройка организма, и именно ее нужно менять, а не считать калории до безумия. Первое, что важно понять, организм худеет не от диет, а от сигналов. Гормоны – вот настоящие дирижеры веса. Инсулин, лептин, кортизол. Если они разбалансированы, жир будет сохраняться даже на салате. И хорошая новость – на эти сигналы можно влиять без жестких ограничений. Метод доказательной медицины начинается с простого шага – ритма питания. Не меньше есть, а есть реже. Исследования подтверждают, интервалы между приемами пищи снижают уровень инсулина. Именно поэтому тело начинает использовать жир как топливо, а не откладывать его на потом. Здесь уместно вспомнить народное средство, которое веками применяли интуитивно. Теплая вода с ложкой яблочного уксуса перед первым приемом пищи. Это не магия, а мягкое влияние на чувствительность к инсулину. Врачи называют это вспомогательным метаболическим якорем. Следующий момент – сон. Документальные наблюдения показывают, недосып блокирует похудение сильнее любого торта. Когда человек спит меньше 6 часов, уровень кортизола растет, а жир запирается. Поэтому правильное снижение веса всегда начинается вечером, а не на кухне. Физическая активность здесь играет другую роль, чем принято думать. Не сжечь калории, а подать сигнал мышцам. Короткие силовые нагрузки 2-3 раза в неделю активируют метаболизм на сутки вперед. Именно поэтому прогулка после еды эффективнее часового кардио натощак. Есть еще один забытый народный рецепт, который подтвержден современной наукой. Отвар корицы с имбирем. Он не жжет жир, как обещают мифы, но улучшает контроль сахара в крови. А стабильный сахар – это отсутствие приступов голода и ночных срывов. Важно понять, быстрое похудение без диет – это не экстремальный процесс, это снятие блоков. Когда организм перестает защищать жир, вес уходит сам. Именно поэтому люди вдруг замечают, объемы уменьшаются, даже если они едят привычную еду, но по новым правилам. И вот здесь появляется главный поворот. Большинство делают все правильно, но в неправильной последовательности. Дальше я расскажу ключевую ошибку, из-за которой 80% людей не худеют годами, и простой шаг, который запускает изменения уже в первые 7 дней. Ключевая ошибка, о которой редко говорят, попытка худеть на фоне хронического стресса. Доказательная медицина давно доказала, тревожный организм не расстается с запасами. Поэтому первый практический шаг – не еда, а снижение фонового напряжения через дыхание и короткие паузы тишины. Существует простой народный прием, который врачи называют парасимпатической активацией. Теплый травяной настой из мяты и ромашки вечером. Он снижает уровень кортизола и подготавливает тело ко сну. Именно так запускается ночное сжигание жира, о котором почти никто не думает. Следующий принцип – белковый якорь. Не диета, а приоритет. Каждый основной прием пищи должен начинаться с белка. Это подтверждено клиническими наблюдениями. Чувство сытости приходит быстрее, а тяга к сладкому снижается без борьбы с собой и запретов. Многие удивляются, но завтрак – не обязательный элемент похудения. Для части людей его перенос на более позднее время улучшает чувствительность к инсулину. Это не голодание, а гибкая настройка. Организм сам подсказывает, когда ему действительно нужна энергия. Отдельного внимания заслуживает вода. Не литры через силу,
а правильное время. Стакан теплой воды после пробуждения и перед ужином улучшает обменные процессы. В народе это называли пробуждением огня, а медицина – активацией пищеварительных рефлексов. Важно понимать, вес уходит волнами. Это нормально. Документальные данные показывают, что сначала уменьшаются объемы и воспаление, и лишь потом цифры на весах. Именно здесь многие сдаются, не зная, что процесс уже идет правильно. Еще один недооцененный фактор – скорость еды. Медленное жевание активирует гормоны насыщения. Врачебные протоколы подчеркивают, мозгу нужно время, чтобы разрешить остановиться. Народная мудрость говорила об этом просто: ешь не спеша, живи дольше. Когда все эти элементы соединяются, происходит эффект, который кажется чудом. Человек не считает калории, не сидит на диетах, но вес начинает снижаться, потому что организм перестает сопротивляться. Это и есть главный признак правильного подхода. И вот главный вывод. Быстрое похудение без диет – это не трюк и не секретный продукт. Это система сигналов, выстроенных в правильном порядке. Если убрать хотя бы один элемент, результат будет слабым. Но вместе они работают стабильно и безопасно. Я рассказал этот метод не как историю лечения, а как документально подтвержденный путь. Если вы досмотрели до этого момента, значит, готовы менять подход, а не бороться с собой. Спасибо, что были со мной до конца. Благодарю вас за просмотр. Если информация была полезной, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь своим опытом и подпишитесь на канал «Доктор Здоровья», чтобы не пропускать новые видео, которые меняют взгляд на здоровье.